Я с удивлением всегда смотрю на какие-то телодвижения со стороны наших западных дружков и партнеров, которые говорят, что вот Россия отказывается от переговоров. Ты еще раз сказал, как будто ушей нет. Мы не отказываемся. Мы не отказываемся. Мы самая миролюбивая страна в мире. Украинская сторона отказалась публично. Парафировали соглашение и отказались. Нож в спину. Что касается переговорного процесса, я много раз об этом говорил, хочу и здесь, в Минске, еще раз это подчеркнуть. Россия никогда от этих переговоров не отказывалась. Мы очень хотим переговоров и мира, повторяет во время каждого своего выступления Владимир Путин. Мы готовы к этим переговорам. Мы за переговоры. А вот Украина, эта бессовестная страна-агрессор, взяла и созвала саммит мира без жертвы агрессии, то есть России. Вот они говорят, мы сейчас не готовы приглашать Россию, а потом будем готовы. А мы никогда не отказывались. Ни сейчас, ни потом, ни годом раньше. Мы же сказали, что мы готовы. Короче, просто пи***ц, как готовы. Привет. Я Арсен Цымбалюк, ведущий 24 канала и авторского блога под названием «Разбор помета». И сегодня мы говорим на главную тему «Когда же закончится война?». Мы поговорим о России, которая очень хочет мира, о западных либералах-пацифистах, которые в мире души не чаят, о глобальном юге, у которого слово «мир» вообще заложено в генетическом коде, ну и, конечно, о государстве-агрессоре, которая напала и на Россию, и на Запад, и особенно на глобальный юг. Ставьте лайк этому видео и пишите комментарии, если понимаете иронию. Ну а если вас, так же как и меня, возмущает абсурдность происходящего на планете Земля, подписывайтесь на 24-й, будем видеться чаще. Поехали! Кадры, которые вы сейчас видите, сняты накануне украинского саммита мира на одной из сходок в российском Санкт-Петербурге. На них министр иностранных дел Венгрии, то есть страны Евросоюза и страны НАТО, расхаживает по кулуарам так называемого Петербургского международного экономического форума и мило общается с российскими пропагандистами. Вот как они сами цитируют его слова. Мирные переговоры по Украине должны начаться сейчас. Если конфликт продолжится, это чревато эскалацией. А вот статья британского BBC, также вышедшая накануне саммита мира. И, как видите, озаглавлена она следующим образом. В Швейцарии пройдет саммит мира. Поможет ли он Украине? А вот материал французского Евроньюз, где российско-украинская война называется «войной в Украине». Вот здесь российскую агрессию просто войной в Украине называют уже польское правительство на своем официальном сайте. Это точно такой же перл от американского телеканала CNN. Ну а вот вообще мое любимое. Британский Sky News называет войну не российско-украинской, а украинско-российской. В связи с этим у меня вопрос к коллективному Западу. Дорогие наши друзья, как у вас там с этим делом? Вы ничего не перепутали? Вопрос, как вы понимаете, риторический, потому что как у наших друзей с этим делом, мы за 10 лет войны и 2,5 года полномасштабной агрессии уже поняли, с этим делом у них бывает очень туго. И путают они много чего. При этом война сейчас на таком этапе, что именно от решений Запада в первую очередь будет зависеть дальнейший ее ход. Именно поэтому я решил начать выпуск с разбора западного помета. По этой же причине в последнее время я так отчаянно прошу вас делиться этим роликом и другими роликами 24 канала с людьми там, на Западе. 24 начал создавать на своих роликах дополнительные аудиодорожки на английском и других языках. Не пожалейте 10 секунд, чтобы поделиться этим видео со своими западными друзьями. Прошу вас. Так вот, что не так со словами наших западных партнеров? Дружков и партнеров.
О Путине поговорим позже, а сейчас о Западе. Во-первых, это не украинско-российская война, потому что начала ее не Украина, а Россия. Во-вторых, это никакая не война в Украине, потому что это не гражданская война между украинцами и украинцами, а неспровоцированная внешняя агрессия. Война, которую Россия развязала против Украины, не подавшей ни малейшего повода для вторжения. И в конце концов, это не какой-то конфликт двух сторон, а война, где есть жертва и есть агрессор. И на этом этапе войны особенно важно не только называть вещи своими именами, но и напоминать о причинах этих ужасных вещей. Помимо общероссийского нацистского помешательства, к российской агрессии против Украины привели еще и действия наших западных друзей. В 1994-м США заставили Украину отказаться от ядерного оружия в пользу России. Вспомним этот момент вместе с главным виновником торжества. Когда Путин увидел возможность, он нарушил Будапештский меморандум и сначала захватил Крым. Из-за этого я чувствую себя ужасно, потому что Украина является очень важной страной. Я чувствую свою личную причастность, потому что я заставил Украину согласиться на отказ от ядерного оружия. Клинтон взял на себя эту ответственность. И именно эти слова я сам недавно повторил на встрече с послом Соединенных Штатов в Украине. И именно эти слова я хочу, чтобы повторяли все нормальные люди на Западе, чтобы президент Байден, как преемник Клинтона, взял на себя настоящую ответственность за исправление ошибок предшественника. И тогда война закончится практически моментально. Ну а пока Украина вынуждена играть с Западом и Россией в ту игру, которую они со своих сторон ей навязывают. И саммит мира в Швейцарии тому подтверждение. Да, в разрезе полномасштабной российской агрессии этот саммит имеет колоссальное значение. Но если смотреть на вещи с исторической перспективы, если принимать во внимание, что это именно ради спокойствия Запада Украина когда-то отказалась от третьего на планете ядерного потенциала, то саммит мира, организованный жертвой агрессии, выглядит абсурдно. Президент Зеленский вынужден брать западных лидеров за ручки и вместе с ними водить хороводы вокруг международных актов, на которых стоит система международной безопасности. Зеленский почему-то вынужден напоминать всему миру, почему он, весь окружающий мир, заинтересован, как никто, в скорейшей победе Украины над агрессором. И почему, если этого не произойдет, всему миру хана. По-хорошему, вместо проведения саммита и упрашивания Запада и глобального Юга называть вещи своими именами, Украина должна была быть числа 24 февраля, причем 2014 года, получить украденные у нас Западом ядерные боеголовки и стратегические бомбардировщики и нанести ядерный удар по какому-нибудь Чистополю в Ростовской области. Это при хорошем настроении. А при плохом можно было бы ввалить и по Москве, а также по Санкт-Петербургу. Ради того, чтобы не было войны. Ведь, например, США во имя прекращения нацистской агрессии бомбили целых 2 вражеских города – Хиросиму и Нагасаки, именно ядерным оружием. Чем Украина хуже Соединенных Штатов образца 1945 года? Уж точно ничем. Но мы же даже не требуем вернуть нам ядерное оружие. Мы просим всего-навсего закрыть небо и передать все обычные вооружения, которые помогут нам победить здесь и сейчас. Но в ответ пока что, к сожалению, мы только выслушиваем какую-то чушь о якобы неготовности западных налогоплательщиков давать на исправление собственных ошибок аж целую 0,25% своего ВВП. Более того, будучи приглашенными на саммит мира, часть этих международных миротворцев начали чудить по ходу пьесы. Накануне саммита некоторые из участников стали орать, что не будут подписывать совместное коммюнике, где российская агрессия называется российской агрессией. Также кое у кого возникла гениальная идея смягчить пункт о территориальной целостности Украины. Ну а вишенкой на торте стало предложение не исключать возможность рассмотрения в будущем не украинского, а других мирных планов, то есть
китайско-бразильского псевдодипломатического бреда о том, что войну якобы можно закончить, только остановив поставки оружия жертве агрессии. What? Слава богу, адекватным участникам саммита удалось угомонить большинство этих предлагальщиков. Правда, часть заявили, что для них не все так однозначно и отказались присутствовать на саммите на уровне лидеров стран. А кто-то отказался ехать вовсе. Поэтому я прошу запомнить все те страны, которые не присутствовали на саммите мира. Это лицемеры, которые говорят одно, а делают другое. Это страны, которые пытаются заработать на крови людей, на крови украинцев, которые отказались от ядерного оружия ради в том числе и них. И это потенциальные участники Третьей мировой войны на стороне России и провокаторы Третьей мировой войны. Прежде чем ехать в такие страны, работать или отдыхать, подумайте хорошенько, стоит ли оно того. Ну а представители большинства цивилизованных стран приехали в Швейцарию на саммит, из-за чего у российской пропаганды начался приступ миротворчества. Они отчаянно пытаются выставить Украину и Запад агрессорами, а себя жертвами агрессии. Ну, мы никому ничего плохого не делали, мы ни на кого не нападали, в отличие от Соединенных Штатов. Но эти заявления у них звучат на внешнюю аудиторию, а вот для внутренней риторика совершенно другая. Пропагандисты гордятся тем, что во время саммита мира в Швейцарии уничтожают украинские города и угрожают уничтожить также города государств-партнеров Украины. Сейчас Deutsche Welle показывает, как горит Волчанск. И они в ужасе от этого. Если у нас есть это видео, покажите, пожалуйста. Вот они показывают Волчанск, Харьковскую область, интенсивность боев, северная часть города практически там полностью. Вот они показывают это все. Вы понимаете, что так будут выглядеть города Германии? Только к ним мы будем гораздо жестче. Мы просто все снесем. Какая сегодня веселая, оптимистичная программа. Покажите это видео немцам. Не для того, чтобы они испужались, а для того, чтобы до них наконец дошло, что Германия в любом случае есть и будет стороной конфликта. И уж кто-кто, а россияне не будут спрашивать у немцев, хотят они становиться стороной конфликта или не хотят. Они втянут их в эту войну с головой, как только получат такую возможность. А получат они ее, если не выстоит Украина, либо если Украина согласится на мир на российских условиях. Когда у Путина высвободятся войска, высвободятся ракеты, немцы сразу же столкнутся со всем этим на своей земле. И далеко не только немцы, но в данной ситуации речь, как видим, именно о них. Поэтому чем раньше Германия даст Таурусы, тем меньше шансов, что Россия когда-либо сможет напасть на Германию, и тем лучше для самих немцев. Ну а у кого в эти дни из пасти вываливается не только помет, но и пена, причем все это в лошадиных дозах, так это, как вы уже, наверное, догадались, у министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова. Гнедой дипломат устроил истерику на встрече так называемого БРИКСа. Некоторые страны, немного, не большинство, упоминали Украину исключительно в том, что касается необходимости отойти от любых односторонних инициатив и продвигать урегулирование не путем созыва междусобойщиков, которые вот на днях откроются в Швейцарии. Междусобойчик. Нет, чтобы, как я, созвать саммит в Москве с высокими представителями Зимбабве и Эритреи. Они взяли и собрали какие-то полмира в Швейцарии. Где в качестве основы для дискуссии безальтернативно заявлена совершенно пустая и никчемная, тупиковая формула мира Зеленского, а вот Китайская Народная Республика, министр иностранных дел, бразильский министр говорили о том, что важно искать новую основу для продвижения урегулирования, такую основу, которая будет приемлема обеим сторонам и в целом вовлеченным сторонам.
То есть, по версии Лаврова, всему миру выгодно, чтобы Россия захватила Украину и потом напала на всю остальную Европу, используя уже украинских солдат и западную же технику против самой Европы. Ну а Иран, Северная Корея и Китай смогут наконец-то разделаться с неугодным Израилем, Южной Кореей, Тайванем и, возможно, Индией. Это, безусловно, очень заманчивая перспектива для всего мира, особенно для коллективного Запада. Но тут, как бы перебивая плохого полицейского Лаврова, на экраны российской пропаганды снова выскакивает хороший полицейский Путин. Накануне саммита мира он снова попытался убедить всех, что больше всех остальных именно он хочет мира. И впервые он озвучил свои условия. Сегодня мы делаем еще одно конкретное, реальное мирное предложение. И какое это предложение? Просто послушайте. Как только в Киеве согласятся на подобный ход событий, предлагаемый сегодня, согласятся на полный вывод своих войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и реально начнут этот процесс, мы готовы приступить к переговорам, не откладывая их. Повторю, наша принципиальная позиция следующая. Нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация. Как на это реагировать? Наверное, вот так. Для чого нам читати те, що ми вже чули? Це ж було вже. Чого ви готували те, що було? Причиной, почему все срочно должны согласиться на условия Путина, указываются великие победы России на поле боя. Очевидно, реалии на земле на линии боевого соприкосновения будут и дальше меняться, не в пользу киевского режима. И условия для начала переговоров будут другими. Это он говорит, теряя 1000 россиян в день только на одном Харьковском направлении, где спустя месяц непрерывных штурмов контролирует кусок леса и 1,5 улицы. И 1000 он там теряет по самым скромным оценкам, по нескромным больше. В довесок к этому Путин убивает по 500 своих сограждан на остальных участках фронта. Я не хочу торопить события, но, по-моему, Путин очень боится украинской мобилизации, прибытия сюда F-16, а также настоящей консолидации цивилизованного мира, которая происходит у нас на глазах. Путинское большое наступление достигло своего пика и, возможно, уже начало захлебываться. И все это без F-16, без полноценной мобилизации и без консолидации цивилизованных стран. Что будет дальше, думает Путин, и идет ва-банк. Соглашаться ли на его условия? Зависит только от решения народа Украины. И подозреваю, что народ Украины даст отрицательный ответ на такого рода предложения. Ну а если вдруг у украинцев сдадут нервы, и они в какой-то момент согласятся на половинчатый мир с агрессором, тут уже бояться нужно как раз нашим европейским друзьям и партнерам. Потому что, высвободив миллионную армию от войны здесь, Путину нужно будет куда-то девать эти полчища, а также кормить чем-то свою пропаганду и свое нацистское большинство. А значит, Путин развяжет уже войну против восточного фланга НАТО. И уже сами западные европейцы, а также американцы будут вынуждены умирать за собственную свободу. Так что намного выгоднее срочно дать Украине все, что нужно, включая томагавки, и победить Путина нашими руками и своим пока только железом. Железа нужно много и срочно. Лишь одна Северная Корея передала путинской армии 5 миллионов снарядов. Так что не ленитесь вложить пару сотен миллиардов в военные заводы по всей Европе. Отправляйте туда своих безработных. И, конечно, своих любимых мигрантов, так обожающих беззаботную европейскую жизнь и так страдающих без денег. Дайте нам эти 5 миллионов снарядов в год. С ними и с томагавками в распоряжении сил обороны Украины, поверьте, даже второй саммит мира не придется созывать. Война закончится намного стремительнее. Нужна просто ваша смелость и ответственность. Дорогие друзья,
Все, кто находится на Западе, требуйте этого у правительств тех стран, где вы находитесь. И не забывайте, что каждый и каждая из вас может лично помочь защитникам и защитницам Европы здесь и сейчас. Переходите вот по этому QR-коду или по ссылке в описании, и вы моментально попадете на наш фонд 24. Еще 2-3 клика, и вы донатите любую сумму, которая для вас комфортна. Отправляйте это видео друзьям, подписывайтесь на нас и ставьте колокольчики, чтобы не пропускать новые выпуски о самом важном. Ну и, конечно, делитесь своим мнением об увиденном сегодня в комментариях. Это не только позволит нам узнать больше о мыслях и переживаниях наших зрителей, но и поможет алгоритмам YouTube продвинуть этот ролик по всему миру. То есть вы таким образом сможете нанести свой удар по российской пропагандистской машине. До встречи в следующих выпусках разбора помета. Берегите себя, берегите Украину, берегите цивилизованный мир. Слава Украине!